Привет всем! Привет. Это котик Вилли, Мейн-кун, наш заглавный кот. Второй фильм. В первом мы говорили про питание, а во втором обещали поговорить про нашу боль. Наша боль – это шерсть. Такая боль, да. Вот, значит, почему боль? Потому что котик склонен носить на себе какие-то колтуны. Вот. Да. Ну, у него такая структура шерсти, по идее, очень мягкая шерсть. И поэтому у него колтуны очень сильно образуются. И еще, я думаю, потому что он зимой ходит у нас, ну, не зимой, и летом, и осенью он много гуляет, и поэтому у него шерсть, как бы она подшерсток, это в основном, он у него очень густой, и в результате вот так получается, что колтуны... Ну, он круглый год ходит в такой шубе, да? Нет, он линяет, конечно, но вот у него образуется, мне кажется, из-за этого у него колтуны образуются во многом. Из-за того, что он линяет? Нет, из-за того, что он гуляет на улице, и поэтому у него очень такой густой, очень мягкий подшерсток пуховый. Вот. И он, как это, обычно он любит лежать на боку, и вот так вот приблизительно. Да, и у него шерсть, она постепенно сваливается. А в отношении расчесывать он как бы категорически против, да, у нас? Нет, он очень не любит расчесываться, вообще категорически. Он сердиться сразу начинает. Лапами махать, саблями своими, да? Да, он сначала мягкими лапами, а потом чуть-чуть коготки начинает выпускать. Кусается, конечно. Ну, то есть, вот я видел, вы с Андреем его вдвоем как обрабатываете. Ну, меня тоже иногда привлекает, правда. То есть один держит, да, коленом, да? Нет. Андрей немножко подстраховывает, поддерживает, потому что это очень нервно, так, когда я начинаю его чесать или там выстригать что-нибудь, ну, как это, страшновато. Он как бы пугает же, он замахивается лапой, говорит. Ну, то есть, вот средство борьбы – это именно выстригать. То есть, вы как-то расчесать их, разобрать это не получается. Да? Ну, вот в этом году из-за диеты, которую мы осенью его посадили на эту диету, мне кажется, что вот, во-первых, смена питания была, и вот этот стресс, и у него как бы шерсть стала гораздо хуже, чем всегда. И поэтому сейчас вот он весь как-то... Куда не начнешь его прощупывать, у него везде вот эти колтуны образуются. Но я думаю, что это вот пока он не полиняет, пока эта старая шерсть не уйдет, он вот такой ободранный у нас ходить и будет. Слушай, а это всегда у него было вот в юности, в молодости? Он тоже так вот был? Ну, в юности и в молодости он первые годы он жил в основном в квартире, а только вот там иногда летом он приезжал, поэтому у него не было такой густой шерсти, и столько колтунов у него не было. Вот, это вот когда вот... слушай, это случайно не из-за питания? Может, мы его кормим как-то неправильно? Мы же тогда пытались его на такое вот, как это называется, питание, которое... Так, слово из головы вылетело. На другой корм его перевести, не роял канин, а такой полезный. Для шерсти, да? Вообще вот такое полезное. Но как бы тогда у него шерсть немножко получше стала, но мне кажется, только из-за того, что этот корм был менее калорийный, и у него просто шерсти так много не росло из-за того, что... Вот. Но он был настолько как это несчастен на этом корме, что у меня сердце не выдержало, и я его вернула на роял канин, который он очень любит, и когда он ест его, у него аж слюни капают. Слушай, ну вот смотри, просто его поддерживать постоянно в нормальном состоянии таком практически невозможно. То есть его регулярно расчесывать, и вот чтобы он ни колтунов, ничего, и шерсть гладкая такая, такого, это фантазии какие-то, да? Ну почему? Я к этому постоянно стремлюсь, но как это у нас... Жизнь вносит коррективы, да? Котик вносит коррективы. Но у него вот когда стресс был, я вообще его старалась не трогать. Почему, собственно, у него сейчас так много колтунов? Потому что я его, когда вот этот вот у него диета была, я подумала, что если я начну его сейчас еще и драть, чесать, тогда, я думаю, это вообще у него будет как это нервный срыв начнется.
Вот, а летом дополнительно вносят всякие репейники, вот, то есть он гуляет, шляется по кустам везде, ну, то есть вот он на таком свободном выгуле. Ну нет, летом у него колтунов практически нет, и летом у него репейники вот эти он приносит. Это легко их выбирать, то есть летом у него шерсть нормальная, то есть он как это сам любит, он себя очень любит, он ложится, начинает вылизываться, там, да, он, то есть летом все нормально. Вот это в основном вот когда весна-осень, когда у них там линька, когда вот старая шерсть отходит, вот тогда у него в основном. Ну, то есть ты считаешь, что основная причина это то, что у него вырастает очень густой подшерсток, и вот у него просто... Да, я думаю, что так. Но я вот думаю, сейчас, может быть, ему еще вот я ему даю эти витамины, ну, мальпаста вот это вот витаминная. Ну, я думаю, что я периодически давала, надо будет ему как бы регулярно давать, может быть, это поможет. Но, с другой стороны, я не думаю, вот у него просто такая шерсть. Ну, вот периодически колтуны начинают ему доставлять некоторые неудобства, да, они тянуть начинают как-то это, и он тогда, в общем-то, ну, позволяет убирать. А, нет, я бы так не сказала. Не позволяет? Нет. Он говорит, пусть будет ходить так. Наоборот, он как-то те места, которые ему такие как-то доставляют ну, неудобства, наверное, но он не хочет, чтобы их трогали. И вот эта процедура по колтунам у нас раз в день, да? Ну, у нас сейчас программа один день, один колтун, потому что он один колтун он терпит, когда там я его расчесываю или выстригаю, а потом он начинает сердиться, начинает лапами махать уже. Ну, то есть вот да. Для понимания, да, вот этот котик Вилли, это 12 килограмм лапы, то есть он очень сильный. Лапы у него, когда когти покажет, это вот как такие маленькие сабли. То есть это на самом деле страшный зверь. И вот когда он начинает лапами махать, это вообще не шутка. А при этом он еще шипит и рычит. Он шипит страшным голосом, начинает лапами пытаться... Вот. Нет, ну на самом деле он добрый, хороший котик. Нет, конечно, добрый, хороший, но он не любит, когда ему делают больно. Ну, нет, я бы сказала так, что он может просто случайно не рассчитать и полоснуть так, что как это разодрать руку. То есть он это сделает не специально, он просто вот, если это самое, он может случайно. Как он на меня зашипел, я заносил, когда на улице он потерялся, не мог домой вернуться. Я его на руках заносил, но калитки замешкался. Ну, ключ надо было открыть калитку. И как-то так получилось, ему что-то там неудобно стало, он на меня зашипел. Да? Потом домой вернулись, он подошел, стал об ноги тереться, извинялся. Надо было его нести, он бы сам прекрасно дошел. Он не любит, когда его на ручке берут. Как сказать, он гордится, когда его на ручках носит. Я так не думаю. Ну, это потому что ты его не носишь, не знаешь. Тяжелый очень. В общем, вот эта проблема с шерстью, нам ее победить не удалось. Мучить кота, как-то его заставлять постоянно расчесывать, как-то довести его до какого-то состояния, при том, что он живет на свободе, в свободном выгуле. Ну, это такое занятие. Ты его начешешь, он пойдет, по кустам пошляется немножко, так сказать, полежит, на земле полежит, нормально, да, на крышу залезет. И вся твоя вот эта... то есть мы из него делать, мучая его, как-то его доводить до какого-то выставочного варианта, мы не собираемся. У нас нет такой цели. А в то же время ему какой-то комфорт жизненный, чтобы колтуны не мешали ему, мы стараемся поддерживать. Так, поэтому я и сказал, что это наша боль. Ты согласна, что это наша боль? Признайся. Ну, мне хотелось бы видеть его таким красивым, расчесанным, прекрасным. Но как бы не получается. Не получается. Да. Третий фильм будет про отношение к молодежи. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!